Распаковываю черенки из агрофирмы Росток. Они пришли в картонной коробке и хорошо упакованы в полиэтилен. Все свежие, чуть-чуть влажные, то есть идеально сохранились. Шли долго, до Санкт-Петербурга. И почки закрытые. Также вот на абрикосах тоже закрыто. На черешне, сейчас посмотрим. Да, на черешнях тоже закрыто. Все отлично. А вот это вот подвой ВПК-1. Он для сливы, абрикоса, персика. Вот такой вот алычи подходит. Корни у него располагаются горизонтально, сантиметров на 60 в глубину примерно. Он сильно морозостойкий и не боится, соответственно, высоких грунтовых вод. Убираю подвой груши в погреб. Вот у нас уссурийская груша из Омска. Это перлит, размешанный с водой. И вот такая конструкция, коробка в ящике внутри. На дно я насыпаю слой перлита. И грушу засыпаю перлитом. Стараюсь, чтобы корешки все были в перлите. Он влажный слегка. И потряхиваю, чтобы он там рассыпался, равномерно распределялся по коробке и по корешкам. Вот как видите, здесь нету лужи какой-то воды. То есть я сейчас добавлю здесь, чтобы вообще воды не было на дне. Хотя, опять же, коробка картонная, поэтому это все уйдет. И наверх я кладу несколько кусочков снега или льда. И убираю в погреб при температуре где-то +1, +3. Будет храниться до весны. Прошло 6 дней с момента прививки, и я решил заглянуть, как процесс идет срастания, посмотреть. И вот, вот здесь вот хорошо довольно видно. Вот здесь, что вот здесь довольно хорошо видно, что начал зарастать каллюс. Вот. А на прививках это видно очень плохо. Только если вот приглядываться прям вот здесь, например, еле-еле видно. Вот здесь, например, слегка вот внизу видно, что каллюс начал зарастать. Также, конечно, не обошлось без прорастания почек, но слава богу, вот здесь, где открыто, почки проросли. Там, где закрыто, то есть в основном, почки не проросли. Вот здесь тоже хорошо видно срастание каллюсом, влажность, и каллюс срастается. Вот здесь хорошо видно, что вот эта вот светлая полосочка — это место срастания каллюса. То есть как раз вот этот срез начинает срастаться, заживать, прививка приживается. В принципе, можно уже убирать в погреб, но я подержу еще где-то 3-4 дня, чтобы наверняка. 31 марта. Достаю подвой привитый, чтобы посмотреть, как прижилось. Вот посмотрите, каллюс образовался. Вот здесь вот это вот беленькое. На многих черенках это хорошо заметно. Вот тут, например, вот, к сожалению, пошли почки в рост. Это не хотелось этого. Но, тем не менее, конечно, при температуре 25 градусов не только срастание происходит, но и в рост. То есть лучше всего более прочную прививочную ленту закрывать почки. Но не все. Вот посмотрите, здесь вот, например, почечка закрылась и не открылась изолента. Вот, и в остальных местах, конечно, все похуже, но не критично. Вот каллюс
наверху образовался. И какое-нибудь вот срастание давайте посмотрим. Вот здесь, например. Здесь довольно хорошо видно. Беленькая полосочка — это и есть срастание, собственно. Вот тут еще, ну вот здесь, например, вот там тоже белая полосочка. Правее белая полосочка. Это все говорит о том, что срастание прошло замечательно. Вот здесь вот росточки внизу на подвое, они не важны. Их можно отламывать, они вообще не будут нужны. Подвой, наоборот, убираем. Вот эти росточки подвоя, наоборот, убираем. Они будут брать рост на себя, только сила. В общем, это не нужно. Вот такая вот красота. Так что сейчас мы убираем в погреб при температуре плюс 3 градуса с открытой крышкой. Оно будет храниться. Там влажность в погребе довольно большая, поэтому думаю, что все будет хорошо. Вот такой каллюс, прямо супер. Не могу нарадоваться. Вот срастание прошло хорошо на большинстве подвоев. Ну вот, куда ни посмотри, в принципе, везде хорошо все. И вот в таком виде я оставляю в погребе. Чуть-чуть прикрыв крышкой, чтобы влажность совсем уж прям не уходила быстро. Но чтобы было проветривание. А так это все выглядит на 16 апреля. Как видите, почки больше не выросли. Температура у нас плюс 2-3 градуса, но сейчас немножко подержал открытой дверь, наверное, плюс 1 было. Итак, 9 мая, наконец-то прошли морозы, было минус 4, 5, 10, а сейчас уже температура, слава богу, близится к нулю, и плюсу там плюс 2, плюс 3. Вот, правда, снег еще идет, но, в общем, можно вынимать. Скоро будет потепление. Зимнюю прививку я высадил вот в такие вот горшочки. Там по 7, по 8 литров. И вот у нас вот так вот они стоят. Без полива какого-либо. Вот так вот здесь и абрикосы, в том числе и сливы. Очень много черешни. Все. Вот уже начинает потихонечку прививочки просыпаться. Вот она. Первые листики идут. Ну, нам прям все не видно, не нужно. Вот это видная груша. Все нам не нужно. Вот это вот уже привой. Мы нижнюю убираем, потому что нам нужен только самый сильный побег, верхний. Также делаем и с остальными. Вот где 3 штучки проснулось, мы также убираем нижнюю. Оставляем только самые сильные.